вот на курке, выставлен на минимальный. Думаю, ну почему же он не тянет эту фрезу? Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в видео у нас такая небольшая приспособа. Все, в принципе, равнял я обычным электрорубанком, но сейчас подвернулась массовая работа, даже не массовая, а серийная. На 20 одинаковых экземпляров нужно будет делать скворечники. У меня есть такой материал, сосед мне отдал такую фанеру. Вот эти я кусочки обрезки покупал, помню, тоже где-то по дешевке. Это у нас 18-ка, это 12-ка. Они разные, вот это качество получше. Вот этом вот кусочке две стороны гладких, а в этой одна сторона гладкая, а вторая рифленая. Ну, качество, конечно, вот этой лучше. Давно я себе покупал вот этот вот фрезер Фиолент. Еще было тогда в Украине изготовлено. Да, и смотрел много там обзоров на него. Все, ну, много кто говорят, что там такое для любительского. Я его брал когда-то там, что-то мне нужно было какой-то пазик сделать. Так он у меня есть. Есть что есть. Снял подошву с него. Просто вот посмотреть, пластиковая. Вы знаете, отличное литье. Фрезерованная поверхность, база. Вы знаете, я все-таки думал, будет хуже. Но еще не каждый китаец может похвастаться вот такой вот обработкой. Смотрите, какое литье. Ничего не торчит, какие мелкие детали. А все вроде бы четко. Хочу из этого всего сделать такую небольшую маленькую приспособу для вот таких вот заготовок. Узких и коротких. Так как у меня нет рейсмуса, решил сделать рейсмус из вот этого вот фрезера. Купил я еще в том году вот такую вот фрезу фирмы Победит. Диаметр 30. Пазовая. Довольно хорошего качества. Ну так, визуально пока да. То есть как в работе непонятно. И потянет ли этот фрезер ее, тоже непонятно. Но будем пробовать. То есть диаметр 30 рабочий. Высота рабочая у нас 16 мм. И диаметр хвостовика 8 мм. Он мне как раз подходит. Попробуем сделать из этой фрезы. Думаю сделать из одной части 970 на 185 мм. Толщина 18 мм. Решил вот это вот не разрезать, оставить так как у нее приторцованы хорошо есть углы все. Видать, кто-то резал на станке. Еще одна точно такая же деталь. Я думаю ее разрезать вдоль пополам, чтобы у нас получились бока. Промерить, понять, что и как. Изготовил вот из этой две таких полосы. Длина такая же. Ширина 59 мм. Почему делал именно такую ширину? 18 мм на прикручивание сбоку. И у нас остается 41 мм. Для чего это сделано? Так как оно будет вот так. Это я просверлил под подошву отверстие под потай. Здесь будет устанавливаться фрезер. И вот так оно будет ходить. Почему так низко? Обычно делают высоко. То есть это максимальное положение, в котором я могу опустить свой фрезер. И так как у меня заготовки вот такого плана, они где-то 25-30 мм толщиной, и мне их нужно делать хотя бы 22, то есть равнять. И для того, чтобы хорошо доставал и у меня хотя бы был какой-то минимальный запас, немножко нивелировать, опускать и поднимать. Потому сделал вот так. В принципе, я думаю, этого будет достаточно, чтобы обрабатывать вот эту вот поверхность.
Сейчас буду прикручивать фрезер, пробовать выравнивать и буду далее показывать. Прикупил вот такие винты под Pattaya. Размерчик у нас 4×16, 25 штучек. Нам нужно здесь 6. И сейчас буду пробовать это все монтировать. Да, нужно все-таки Pattaya сделать глубже, так как торчат все-таки шляпки немного. Но сейчас я просто прикину, совпадает ли у нас по отверстиям все, нормально ли. В итоге получилось вот как-то так. Они уже не торчат. Сделал немножко поглубже. Держится, в принципе, очень хорошо. И вот примерно вот так все это выглядит. Нужно еще соединить наши боковины. Суть вот такая. Тут еще сделаю два таких ребра. Такой же шарниры. Вырежу ограничители, чтобы не получилось так, что не резала нашу приспособу. То есть, чтобы было ограничение по ширине. Что еще нужно сделать? Просверлить отверстие. Думаю, попробую сейчас, так как у меня вот это вот уже жесткая конструкция, очень хорошо сидит. Возьму вот эту же фрезу, попробую просверлиться в самой фанере. Четко под ее диаметр. Догадываюсь, что столярный клей для ламинированной фанеры, конечно, не подходит. Но решил сделать так. Промажу сейчас клеем, выровняю на струбцинах, наклею и просто просверлю торец и зафиксирую. Почему оставляю в середине именно гладкую? Тут будет лежать вот заготовочка. И чтобы клиночки хорошо заходили и фиксировали, нужна гладкая поверхность. Вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, выйдет что-то у меня или нет. И можно ли клеить все-таки ламинированную фанеру столярным клеем D3 или нет. Я все равно прификсирую на саморезы. Ну вот как-то так. Как видите, получается вот такой лоток. Вот это будет вот так. Нужно сделать еще два ограничителя и тут отверстие. Ну вот так вот зафиксировал нашу подошву с фрезером, установил фрезу нашу. Попробую этой же фрезой сделать отверстие в нашей подошве. Повторять за мной не нужно, это нехорошая идея, но я все-таки рискну, попробую. Тут все жестко у нас, пробуем. Ну да, не знаю, что уже получится. У меня уже какие-то сомнения, если честно, есть по поводу его. И это, кстати, наверное, на всю мощность уже
Написано сколько? 1100 ватт. Написано 1100 ватт. Ну не знаю, Фиолент врет или не врет, но возможно для этого фрезера не хватает оборотов. Написано 30 тысяч оборотов. Аккуратно, все чисто, фреза выбирает хорошо. Не знаю, это по фанере так, но я думаю, что по мягкой древесине, которую я использую, мелким съемом может быть и потянет. Вот как это выглядит. Смотрите. Вот так. Снизу. Сейчас еще осталось просверлить отверстие и закрепить вот это все на саморезы. Прошелся саморезами обычными, черными, по дереву. Размер 40 миллиметров. Вот. 6 штук на сторону. Немножко облагородил вот эту нашу основу. Выглядит база, которой буду я пробовать что-то делать. То, что тут некрасиво, это не беда. Главное, чтобы тут было ровно. Предварительно, что получилось. Вот так зафиксировал струбцинами. Нормально, плавно ходит, ограничители срабатывают. Да, конечно, было бы лучше, чтобы это такое широкое было и здесь. То есть более устойчиво. Но так как у меня что есть под рукой, то есть. Хотя оно не упадет. Упор очень хороший. Нужно изготовить еще одну реечку и 2 клиночка, чтобы можно было заготовку расклинивать. Вот так я вот расклинил. Ну и сейчас будем пробовать, что из этого получилось. Качество обработки весьма-весьма. Друзья, я вам хочу сказать, качество обработки более чем. Вот только в одном месте вырвало волокно одно. Это из-за того, что я резко дернул. Ну что, ребята, как-то так. Пишите, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал, на мои соцсети. Также канал Телеграма не забываем. Там всегда новее информация, свежее. То есть тут еще не вышло видео, но там уже будет анонс. Все, всем удачи, здоровья, пока. Такая маленькая ремарка. Я сказал, что что-то он очень слабенький, что-то не тянет. Оказывается, что у меня был регулятор вот на курке выставлен на минимальный. Думаю, ну почему же он не тянет эту фрезу? А оказывается, он довольно нехило тянет. Оборотов тут-то хватает. Зря так сразу писал эту модель. Есть нюанс. Обработал, наверное, заготовок, ну 30. У меня вот сломался вот этот вот барашек, который затягивает тангу в положении, чтобы фиксировать. То есть теперь фрезер вот там поднимается. А пока вот заскочил в магазин, купил болт просто с гайкой.